Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вашему вниманию тапочки с цветочным элементом. Вязать их легко, а результат, уверена, вам понравится. Начинается вязание с верха, затем вяжутся бока тапочка, в конце вяжется подошва и задник, переходящий в игривый лепесток. Я вязала такой пряжей нитью в 2 сложения. Пожалуйста, читайте описание под видео, возможно, там есть ответ на ваш вопрос. Если вам интересно, присоединяйтесь. Начинаем вязание с серединки. Для этого делаем скользящую петлю, вяжем 3 воздушные петли, и столбик без накида. Две воздушные петли, столбик без накида. Связали 8 раз по 2 столбика. Вот оно, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, 8 раз. Теперь вязание надо замкнуть в круг. В первую арку вводим крючок и уводим петлю на изнаночную сторону. Обрезаем нить. Завязываем узелок. Теперь за короткий конец нити тянем и затягиваем серединку. Переходим к вязанию лепестков. Каждый лепесток состоит из 5 столбиков с одним накидом. Сейчас смена цвета. Вместо первого столбика вяжем 3 воздушные петли. Нить можно прятать в процессе вязания или после того, как работа будет закончена. Вяжем столбик с одним накидом, накид, вводим крючок в полотно, подхватываем нить, вытягиваем ее. Делаем накид, провязываем 2 петли на крючке, делаем накид, провязываем 2 петли на крючке. Провязали 2 столбика, третий, четвертый и пятый. Сейчас формируем лепесток. Крючок вводим в третью петлю. Подхватываем эту петлю и протягиваем ее через первую. Подтянули. 2 воздушные петли. Вяжем следующий лепесток в арочку. 5 столбиков. 1, 2,
3, 4, 5. В вершину первого столбика вводим крючок, подхватываем петлю, протягиваем через первую 2 воздушные петли. Итак, вяжем 8 лепестков. Связали 8 лепестков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Осталось связать 2 воздушные петли и соединить ряд. В первую воздушную петлю вводим крючок, вытягиваем нить, протягиваем через следующую петлю, завязываем узелок. Теперь вяжем листики. Каждый листик состоит из 3 столбиков с одним накидом. Вместо первого столбика вяжем 3 воздушные петли. Второй столбик, третий столбик. Между лепестками 1 воздушная петля. Следующий листик. Между этими лепестками 2 листика, 2 воздушные петли и сюда же еще один листик из 3 столбиков. Одна воздушная петля, листик, одна воздушная петля, 2 листика, между которыми 2 воздушные петли. Один листик, 2 воздушные петли и сюда же еще один листик. Одна воздушная петля, листик, одна воздушная петля и между этими лепестками 2 листика, между которыми 2 воздушные петли. Заканчиваем ряд одной воздушной петлей, обрезаем нить, вытягиваем ее в третью воздушную петлю, вводим крючок на себя, подхватываем нить, вводим ее на изнаночную сторону, в последнюю петлю вводим крючок, подхватываем нить, вводим на изнаночную сторону. Завязываем узелок. Так, цветочный квадрат готов. Узелочки я все спрятала. Сейчас обвязываем квадрат столбиками без накида. Вяжем 3 столбика. Это первый, второй, третий. В этих углах мы вяжем 3 столбика, 2 воздушные петли, 3 столбика. А на носочке просто 6 столбиков без накида.
Это носок тапочка сейчас получается. 1 воздушная петля, 3 столбика без накида, 1 воздушная петля, 3 столбика без накида, 1 воздушная петля, 6 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это будет носок тапочка. 1 воздушная петля. Довязали до угла квадрата. Вяжем 3 столбика без накида. 2 воздушные петли и сюда же 3 столбика без накида. Точно так же вяжем в этом уголке и заканчиваем наш квадрат. Заканчиваем работу, как и в предыдущем ряду. Воздушную петлю провязываем, обрезаем нить, вытягиваем ее и аккуратно заканчиваем ряд. Следующий этап работы – набор петель и вязание боковой части тапочек. Набрали 20 петель. Берем наш квадрат. Вот в этих уголочках мы провязывали по 2 воздушные петли. Подвязываемся. И верх тапочка провязываем соединительными столбиками. Чтобы на подъеме не было широко, я буду провязывать по 2 петли вместе. Но если вы вяжете тапочек на полную ножку, возможно, надо вам провязать каждую петлю. Это вы уже должны сами определиться. Итак, я ввожу крючок в одну петлю, вытягиваю ее, ввожу крючок в соседнюю петлю, вытягиваю и протягиваю через 2 петли на крючке. Следующую петлю вытянула, следующую и протянула ее через 2 петли. Вот так сейчас выглядит работа. Теперь с этой стороны набираем 20 воздушных петель. Я набрала 20 петель. Переходим к работе спицами. Спицы я взяла номер 3,5. Сейчас будем надевать петли на спицу. Вот так выглядит наша цепочка из воздушных петель. Звенья цепочки направляем в стол и видим вот такие бугорки. В них будем вводить спицу, ну или крючок, если спицей вам неудобно. Находим бугорок, подхватываем нить, вытягиваем, и у нас петля на спице. Вот так аккуратненько получается. И плавно переходим
набору петель по краю квадрата. Вот в этом месте может получиться некрасивая дырочка, поэтому надо найти, как будет выглядеть аккуратнее, куда нам подцепиться. Вот так аккуратно по краю квадрата набираем петли. Чтобы было удобно работать, вытяните спицу и продолжайте набирать. Этот участок можно провязать на 3 чулочных спицах, если вы умеете. И снова набираем по цепочке из воздушных петель. Все, самое сложное закончено, петли набрали. Вот так сейчас выглядит наша работа. Дальше мы вяжем во всех рядах лицевые петли. Первую кромочную провяжем, в остальных рядах будем ее снимать. Если вы вяжете на таких спицах, как и я, то разделите вязание примерно пополам, вытяните петлю, и вам будет удобнее работать. Обратите внимание на то, чтобы петли, которые мы набирали вокруг квадрата, не перекрещивались во время вязания, чтобы петля ложилась ровно. Здесь, например, мне надо для того, чтобы петля легла ровно, за переднюю стеночку провязать, здесь за заднюю. Довязали до того места, где мы вытягивали петлю. Теперь эту спицу вытягиваем. Это несколько рядов надо будет так провязать, а потом можно будет уже это не делать. А эту спицу приготовили к работе, подтянув вязание. И продолжаем вязать. В том месте, где вы туда-сюда будете лесочку эту тянуть, первую петлю подтягивайте. Не сильно, но чуть больше, чем остальные. В начале ряда снимаем кромочную и вяжем лицевые петли.
Боковую часть я вязать закончила. Вот так сейчас выглядит наша работа. Каждый вяжет высоту боковой части, как считает нужным. Я связала 16 рядов. Если посчитать по волнам, то это 8 волн. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Или 8 кромочных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Обрезаем нить и переходим к вязанию подошвы. Подошву будем вязать на средних 12 петлях. В работе у меня сейчас 88 петель. 12 оставляем в середине, соответственно 38 петель сбоку должно быть. Для того, чтобы начать вязать подошву, я 38 петель переброшу с одной спицы на другую. Я перенесла 38 петель. Начинаю вязать другим цветом. Первый раз первую петлю провяжем, в следующих рядах будем снимать кромочную петлю. Итак, так как подошва у нас на 12 петлях, значит сначала мы провязываем 11 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 петлю подошвы будем провязывать вместе с соседней петлей, изнаночной петлей по лицевой стороне работы. 2 вместе, изнаночной петлей. Подтянули петлю, разворачиваем вязание. Снова вяжем 11 петель, снимаем кромочную. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 петлю подошвы провязываем вместе с соседней петлей, лицевой петлей по изнаночной стороне работы. Снимаем первую петлю, следующую петлю провязываем лицевой петлей и протягиваем ее через снятую. Разворачиваем вязание. Снова вяжем 11 петель. Двенадцатую петлю подошвы вяжем вместе с соседней петлей, изнаночной петлей по лицевой стороне работы. 2 вместе, изнаночной петлей. Разворачиваем вязание. Последнюю петлю подошвы вяжем вместе с соседней петлей, лицевой петлей по изнаночной стороне работы. Первую петлю снимаем, вторую провязываем лицевой и протягиваем через снятую. И так продолжаем вязать, пока не закончатся петли по бокам. Закончили вязать подошву и остались только боковинки тапочка. Переходим к вязанию задника. Я наметила маркером середину подошвы. И теперь с двух сторон от маркера будем убавлять петли, провязывая 2 петли вместе с этой стороны от маркера и 2 петли вместе с этой стороны. Провязываем 4 петли. Две петли до маркера провязываем вместе лицевой петлей.
подтянули петлю и 2 петли после маркера провязываем вместе лицевой петлей. Провязываем 3 петли, а последнюю петлю подошвы провязываем вместе с петлей кромочной изнаночной петлей по лицевой стороне работы. 2 вместе изнаночной петлей подтянули. В изнаночном ряду петли провязываем без убавлений. Последнюю петлю подошвы провязываем вместе с соседней петлей, лицевой петлей по изнаночной стороне работы. Сначала провязываем кромочную петлю и затем протягиваем в следующем лицевом ряду вяжем 2 петли вместе до маркера и 2 петли вместе после маркера. Последнюю петлю подошвы провязываем вместе с соседней петлей, изнаночной петлей по лицевой стороне работы. В изнаночном ряду петли подошвы провязываем лицевыми. Последнюю петлю подошвы провязываем вместе с соседней петлей из кромочной петли, лицевой петлей по изнаночной стороне работы. Кромочную провязываем лицевой петлей и получившуюся петлю протягиваем через петлю на спице. Вяжем так до тех пор, пока не останется в середине 4 петли. В середине осталось 4 петли. Продолжаем вязать, пока не закончатся петли по бокам. Так же, как вязали до сих пор, просто уже никаких убавлений в середине делать не надо. Дальше продолжаем так вязать 4 петли, 12 рядов. Провязали 12 рядов и закрываем петли по рисунку изнаночными петлями. 2 петли вместе изнаночной петлей. Получившуюся петлю возвращаем на спицу. Снова провязываем 2 петли вместе. И закрываем третью петлю. Несколькими стежками подшиваем. И такой лепесток у нас получается на заднике. Прячем все ниточки, делаем порядок на изнаночной стороне.
На сегодня работа закончена. Надеюсь, у вас все получилось и вам понравилось. Всего вам доброго!